Всем моим зрителям пламенный привет из теплой Грузии от солнечной Ани, и это мой лучезарный блог. Сегодня я расскажу вам о плюсах жизни в Грузии. Красивая природа. Грузия, несомненно, славится своей природой. Являясь горной страной, она не оставляет людей равнодушными, покоряя сердца своими красотами. Что делает эту страну интересной для иностранцев и манит туристов с разных уголочков планеты? Тут каждый может найти себе отдых на свой вкус. Прокатиться зимой на лыжах по снежным и скалистым горам, отдохнуть на море, загорая на пляжах с магнитными песками, отправиться на лечение в грязелечебные санатории или минеральные курорты для общего оздоровления, познать деревенскую жизнь в старой хижине где-то высоко в горах, или же насладиться столичной жизнью, прогуливаясь по современным улицам. Ну или устроить себе гастрономический или винный тур. Здесь можно выбрать отдых на любой вкус и цвет. Каждый найдет что-то свое. В Грузии действительно есть на что посмотреть. Горы, Черное море, пещеры, каньоны, озера и водопады, природные источники и многое другое. Теплый климат. Грузия славится своим теплым климатом, а столица Грузии, город Тбилиси, вообще происходит от слова «теплый». В целом здесь очень непродолжительные зимы, которые больше напоминают осень, а лето длится большую часть времени года. В Тбилиси зимой может не выпадать снег, а температура может даже не доходить до минусового градуса. Все это время ярко светит солнце и четко видно голубое небо. А весна наступает достаточно быстро. Это значительно облегчает жизнь в стране, когда вы чувствуете, что местный климат вам подходит и даже приятен. Богатая культура. То, каким культурным наследием может похвастаться Грузия, об этом я уже снимала отдельное видео. Можете его посмотреть, если вы еще не видели. Одни только грузинские танцы, песнопения, традиции уже многого стоят. Я думаю, с этим невозможно поспорить. Древняя история. Все мы знаем, что Грузия – одна из первых стран, принявших христианство, и это родина вина, которую описывали древние греки и даже египтяне, и много других исторических фактов. Я уже обо всем этом рассказывала в отдельном видео, можете его посмотреть, не буду снова повторяться, все уже сказано. Вкусная еда. Я понимаю, что местная еда – это дело вкуса, но сам факт, что большинство людей в восторге от грузинской кухни, это все-таки о многом говорит. Всеми любимые хачапури и хинкали уже покорили почти весь мир. Ну а про грузинское вино я вообще молчу. Для истинного ценителя грузинской кухни жить в Грузии – это самый настоящий рай, ведь местная еда такая вкусная и доступная. Низкие налоги. Если сравнивать с западными странами, то здесь действительно скромные налоги. И что меня больше всего радует, это отсутствие налога на недвижимость, на имущество. То есть вам не нужно платить налоги за то, что вы владеете своим имуществом. Чувство свободы. Я понимаю, что это прозвучит странно, но живя в Грузии, люди в каком-то смысле чувствуют себя свободнее и расслабленнее в плане законов. Я приведу конкретный пример, чтобы вы могли понять, что я имею в виду. В европейских странах, США, Канаде, Австралии, в более развитых странах есть больше возможностей и перспектив, но в то же время там и законы гораздо строже. Людей больше контролируют и проверяют, требуют большего соблюдения законов и подчинения правил. За непослушание на вас могут настучать даже ваши знакомые, друзья, и наказание будет соответствующим. То есть там люди живут как некие роботы. Я не говорю, что это плохо или хорошо, я просто сравниваю и объясняю разницу. Здесь нет подобного дотошного законопослушания, и поэтому люди не чувствуют себя под таким давлением. Хорошо это или плохо, это уже совсем другой вопрос. Но многим людям здесь жить комфортнее, удобнее и уютнее. И я знаю случаи, когда, живя за границей, люди не выдерживали такого излишнего соблюдения порядка, правил и законов и возвращались обратно в родную Грузию. Доступное жилье. Да, я знаю, что сейчас цены на недвижимость резко подскочили из-за огромного наплыва приезжих, но в целом жилье здесь относительно недорогое, по крайней мере так было.
Работая за границей всего пару-тройку лет, можно накопить денег на квартиру в Грузии. И многие люди именно таким способом и приобретают себе недвижимость. Я лично знаю много таких примеров, ибо с местными зарплатами, собственным жильем особо не обзавестись. Это правда. Душевные люди. Я сейчас не буду рассматривать какие-то крайности или исключения. В основном грузины очень душевные, сердечные, сострадательные и сочувственные люди. Опять же, мы не будем затрагивать каких-то отдельных лиц. Везде есть и хорошие, и плохие. В целом люди тут уважают старших, любят детей, помогают своим, да и другим тоже. В общении они очень легко могут вам раскрыть свою душу и впустить вас в свое сердце. Даже едва вас зная, вам могут так искренне довериться, что даже самый холодный лед в сердце моментально растает. Семейные ценности. В Грузии многие, за исключением некоторых, имеют очень правильные семейные ценности. Семья в Грузии – это не пустое место. Семья – это святое. Тут люди могут встречаться и быть в отношениях даже без всякого интима. И обычно люди быстро вступают в брак. Как правило, они не ждут много лет, чтобы начать строить семью, как это обычно бывает на Западе. Здесь часто бывает так. Люди познакомились, пообщались и хоп, поженились, без долгих раздумий, потому что такое воспитание, такие ценности и приоритеты. Здесь местный порядочный парень может даже и пальцем не тронуть девушку, пока он на ней не женится. Да, такое действительно бывает до сих пор. Я, конечно, понимаю, что со временем, и это тоже меняется, влияние других стран все-таки отразилось и на Грузии в том числе. Но все же тут у людей на первом месте именно создание семьи, а не всякие развлечения, если вы понимаете, о чем я говорю. Тут люди стараются не пускаться во все тяжкие, а искать своего человека на всю жизнь для создания семьи. Я рада, что это пока еще осталось. И до сих пор можно реально встретить людей, которые изначально нацелены и направлены на серьезные отношения. Спасибо всем таким честным, порядочным и приличным людям за то, что вы еще есть. Ну, а у меня на этом все. Напишите в комментариях, какие еще плюсы вы знаете, о которых я забыла упомянуть. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Спасибо за внимание. До скорой встречи!